Если ты выйдешь на поверхность Марса без скафандра, у тебя 15 секунд. Не от холода, не от радиации. Твоя кровь начнет кипеть при температуре собственного тела. Влага в легких, на языке, в глазах – все это закипит, потому что давление вокруг тебя почти равно нулю. 15 секунд и темнота. Мы называем Марс запасным домом, вторым шансом человечества. Местом, куда полетим, когда здесь станет плохо. Но красная точка в ночном небе – это не надежда. Это надгробие. 4 миллиарда лет назад Марс был другим. Не красным, синим. По его поверхности текли реки, настоящие. Они резали каньоны, собирались в озера, впадали в моря. На нем были дельты, берега, минералы, которые не появляются без воды. Атмосфера была плотной, небо голубым, как земное. Шли дожди. Марс был похож на Землю больше, чем любая другая планета в системе. Возможно, там была жизнь. Не разум, не цивилизация, но что-то. Микробы в теплых мелководьях. Что-то, что дышало, размножалось, умирало. Возможно. Мы не знаем. И в этом незнании отдельный ужас. Потому что если жизнь была, она тоже умерла. Вместе со всем остальным. Вот почему Марс так страшен. Не потому, что он чужой, а потому, что он был почти знакомым. Он был слишком близок к тому, чтобы стать вторым домом, и все равно умер. У Марса остановилось сердце. Не метафора, буквально. Земля живая изнутри. Ее ядро вращается, течет расплавленным металлом, и это движение создает магнитное поле, невидимый щит, который отбрасывает солнечный ветер. Мы живем под этим щитом, как под потолком, которого не замечаем. У Марса этот потолок рухнул. Планета оказалась слишком маленькой. В 2 раза меньше Земли, в 10 раз легче. Тепло ушло. Движение в ядре прекратилось. Магнитное поле исчезло. И тогда в дело вступило Солнце. Не свет, не тепло, а поток заряженных частиц. Непрерывный, холодный, методичный. Солнечный ветер начал сдирать атмосферу слой за слоем. Не мгновенно. Ты бы даже не заметил этот процесс в масштабе человеческой жизни. Но если дать звезде миллионы лет, она умеет работать как наждачная бумага. Атмосфера редела, давление падало. Вода больше не могла существовать в жидком виде. Часть ушла в космос, часть замерзла. Часть навсегда спряталась в минералах. Океаны высохли, реки иссякли. Жизнь, если она была, задохнулась. Марс не взорвался. Он просто однажды перестал быть миром. Теперь представь, что ты стоишь там. Небо над тобой не черное и не синее. Оно тусклое, пыльное, желтовато-розовое, как будто сам день болен. Горизонт кажется близким, но только потому, что вокруг нет ничего. Ни деревьев, ни воды, ни движения. Атмосфера в 100 раз тоньше земной. 95% углекислый газ. Кислорода меньше процента. Дышать нечем. Но воздух — только начало. На Земле магнитное поле и атмосфера создают защитный кокон. На Марсе этого щита нет. Поверхность облучается непрерывно. Во время солнечных вспышек доза радиации за несколько часов превышает годовую норму для работников атомных станций. Астронавт, проведший на Марсе полгода, получит дозу, сопоставимую с дозой ликвидаторов Чернобыля. И да, там холодно. Минус 125 ночью. Но марсианский холод коварен не цифрами. Он делает любую ошибку фатальной. Любая трещина в системе обогрева, любой сбой, и вокруг тебя нет леса, где можно развести костер. Нет воздуха, который держит тепло. Нет убежища, кроме того, что ты привез с собой. А потом пыль. Марсианский реголит – это не просто грязь.
Это мелкий, сухой, абразивный порошок. Частицы размером в несколько микрон. Острые, угловатые. Они висят в воздухе неделями. Проникают в любые щели. Царапают оптику, засоряют механизмы. И они ядовиты. Марсианский грунт содержит перхлораты, соли, которые разрушают щитовидную железу. Сама почва планеты токсична. Ты не можешь вырастить на ней еду без обработки. Не можешь дотронуться голой рукой. Земля кормит нас. Марс отравляет. Марс. Единственная планета в известной Вселенной, полностью населенная роботами. Мы посылали их туда с 60-х. Орбитальные зонды, марсоходы, посадочные станции. Марс разбил больше половины всех миссий, но некоторые добрались. Спирит, марсоход, рассчитанный на 90 дней, проработал 6 лет. Он карабкался на холмы, брал пробы грунта, фотографировал рассветы над кратерами. В 2009 году застрял в мягком грунте. Колеса крутились, но машина не двигалась. Инженеры НАСА несколько месяцев пытались его вытащить. Тестировали маневры на земных копиях лаборатории. Не получилось. Последний сигнал – 22 марта 2010 года. Потом – тишина. Его сестра Opportunity пережила его на 8 лет. Она проехала 45 километров по марсианской пустыне. Рекорд для внеземных аппаратов. Она пережила несколько глобальных бурь. Но в 2018 году пришел шторм, накрывший всю планету. Солнечные панели покрылись пылью. Батареи сели. Последнее, что она отправила на Землю – данные телеметрии. Уровень заряда – 0. Инженеры посылали сигналы еще 1000 раз. 1000 попыток разбудить машину, которая уже не слышала. В феврале 2019 года НАСА официально объявила – Opportunity мертва. Она стоит там до сих пор. В кратере Perseverance, засыпанная пылью, с камерами, направленными в марсианское небо. Она ждет. Некого. На этой планете уже есть кладбище. Оно состоит не из костей, а из металла и кремния. Из колес, которые больше не вращаются. Из панелей, которые больше не ловят свет. Мы любим говорить о терраформировании. О том, что однажды согреем Марс, выпустим газы, нарастим атмосферу, построим города. Но есть проблема. Без магнитного поля любая атмосфера, которую мы создадим, будет сдуваться солнечным ветром, так же, как сдула оригинальную. Чтобы дать Марсу атмосферу навсегда, нужно перезапустить его ядро. Заставить застывший металл течь снова. Мы не знаем, как это сделать. Мы даже не знаем, возможно ли это. Планета мертва на уровне, который мы не можем починить. А ведь Марс важен не как будущая собственность. Он важен как предупреждение. Он показывает, что планетарная пригодность к жизни – не постоянное состояние. Это хрупкое равновесие. Слишком слабое магнитное поле, и звезда начинает снимать с тебя кожу. Слишком маленькая масса, и ты не удерживаешь воздух. Океаны не вечны. Атмосфера не гарантирована. Голубые планеты могут закончиться ржавчиной. Марс – это не запасной дом. Это зеркало, в котором видно, насколько легко мир теряет право называться живым. Земля – это не норма, не фон. Это редкая, невероятно сложная комбинация защиты, воды, воздуха, давления, температуры и времени. Все, что мы воспринимаем как базовые условия существования, в масштабе космоса – роскошь. Мы живем не на обычной планете. Мы живем внутри удачного совпадения. Когда в следующий раз увидишь Марс на небе, не думай о колониях. Подумай о мертвых реках, о небе, которое больше не держит звук, о роботах, застывших в холоде, как первые памятники человеческому упрямству за пределами Земли. И о том, что весь этот красный мир когда-то, возможно, был гораздо ближе к жизни, чем мы готовы признать. Марс — это архив катастрофы.
кладбище климата, кладбище воды, кладбище атмосферы. Он лежит рядом с нами, почти по соседству, и молча показывает самый неприятный урок во всей Солнечной системе. Планеты тоже смертны. И если Земля окажется нам шумной, влажной, слишком живой, хорошо. Потому что альтернатива уже видна в небе. Она красная, и она давно остыла.